Земля – это дом для самых удивительных пляжей в Солнечной системе. Но 3,6 миллиарда лет назад Марс, возможно, мог похвастаться не меньшими красотами. Представьте себе, что вы стоите на ржаво-красном берегу на закате, нежные приливы ласкают ваши щиколотки. Темная вода простирается до горизонта. На мгновение кажется, что это ваш родной планетарный дом, пока вы не поднимаете взгляд и не замечаете в сумеречном небе не одну, а две луны – Фобос и Деймос. Однако идея о том, что на Марсе были океаны, не нова. Она популярна уже несколько десятилетий. Тем не менее, пока большинство наших выводов основывались на косвенных наблюдениях за Марсом. За эти годы это породило множество интерпретаций данных, из-за чего некоторые ученые полностью отвергли теорию о существовании марсианских океанов. Ранее в этом году ученые сделали сенсационное открытие, которое созревало в течение нескольких лет. Оно не поступило из НАСА или Европейского космического агентства, а из китайской Национальной космической администрации с помощью ровер-аппарата Тюронг. Что он обнаружил, может навсегда заставить усомниться в скептиках, кардинально изменить наше понимание эволюции Марса и помочь определить наиболее перспективные места для поиска признаков внеземной жизни. Сегодня мы подробно расскажем о знаковом миссии Китая на Марс, о удивительных данных, которые собрал их ровер, и о том, что это значит для поиска жизни за пределами Земли. Вода – это самый ценный ресурс на Земле. Она покрывает 70% поверхности планеты и составляет около 60% нашего тела. Вода течет по рекам, заполняет моря, озера и пруды и является необходимой для существования всех форм жизни, которые мы знаем. Однако, несмотря на то, что вода чрезвычайно распространена на Земле, в нашей Солнечной системе она встречается очень редко. Когда речь заходит о Марсе, известно, что там была вода еще 4,45 миллиарда лет назад, чему свидетельствуют находки кристаллов внутри марсианского метеорита, которые могли образоваться только в присутствии горячих водных растворов. Также было обнаружено, что марсианская пыль содержит ферритгидрид, минерал, который формируется только в воде. Кроме того, имеются свидетельства существования древних рек и полярных льдов, покрывающих территорию, сравнимую с площадью Соединенных Штатов Америки. Некоторые устойчивые формы марсианской жизни могли сохраниться глубоко внутри этих ледяных шапок, а береговая линия могла бы поддерживать богатую жизнь, возможно, целые разнообразные экосистемы. Именно такие древние побережья могут оставить биосигнатуры, подобно подсказкам в охоте за сокровищами, которые помогают нам составить картину древних прибрежных сред Марса. Побережья предоставляют ключевые преимущества для зарождающейся жизни. Они концентрируют органические молекулы в процессе испарения, способствуют образованию сложных соединений, таких как РНК и белки, и предоставляют минералообогащенные поверхности, а также источники энергии, ультрафиолетовое излучение, тепло и химические градиенты. Все это может стимулировать химические реакции, необходимые для возникновения жизни. В отличие от рек, которые слишком динамичны и разряжают питательные вещества, побережья более стабильны и концентрируют вещества, создавая благоприятные условия для химической эволюции. Если бы ученым удалось найти свидетельство стоячего водоема, озера или океана, это значительно бы повысило шансы обнаружить остатки микробной жизни. И именно в этом направлении, по всей видимости, движется китайская миссия Тюронг. Она могла бы стать первой в истории, которая предоставит убедительные доказательства существования древних океанов на Марсе. Первый в истории наземный сбор данных о предполагаемой зоне океана и убедительные аргументы в пользу теории о древних берегах
Все это сделал аппарат Тюронг, запущенный 23 июля 2020 года в рамках миссии Танвэнь-1. В его составе орбитальный аппарат, посадочный модуль и ровер Тюронг. Цель миссии – изучить геологию, климат и пригодность Марса для жизни через 3 ключевых направления: исследование поверхности и подземных слоев региона Утопия Планития, который по картам спутников считается потенциальным древним океанским бассейном, мониторинг климата и погодных условий, включая вариации магнитного поля и активность пыли, а также их влияние на солнечные панели и климат, и поиск признаков воды и условий прыгания, пригодных для жизни, то есть изучение, было ли в прошлом регионе достаточно подходящих условий для возникновения и развития жизни. 10 февраля 2021 года Тюронг вышел на орбиту Марса. 3 месяца инженеры проводили тестирование систем аппарата, меняли его орбитальный маршрут с экваториального на полярный и готовили его к основной научной миссии. А 14 мая посадочный модуль мягко приземлился на Красную планету. А спустя неделю ровер Тюронг был успешно развернут, сделав Китай второй страной в истории, успешно посадивший и управляемый аппарат на Марсе после США. Для Китая эта миссия означала не только научное открытие, но и демонстрацию своих возможностей в области космических технологий. Она показала, что Китай способен запускать и управлять межпланетными миссиями без помощи иностранных систем навигации и связи. Миссия Танвэнь – это вопросы к небу, заложившие основу для будущих проектов, таких как возвращение образцов с Марса и, возможно, миссии с человеком на борт к 2033 году. Ровер Тюронг весом около 240 килограммов был размещен в регионе Утопия Планития, крупнейшем в Солнечной системе кратере-охвате, образовавшемся в результате масштабного метеоритного удара. Этот район совпадает с местом, куда раньше приземлялись миссии НАСА, программа «Викинг» почти 50 лет назад. Но недавно интерес к этой области возродился после открытия в 2016 году, что в северной части кратера есть огромные запасы подземного льда, равного по объему озеру Верхнее, примерно 12 100 кубических километров воды или 10 в 16 степени литров. Чтобы изучить этот перспективный регион, Тюронг был оснащен 13 различными научными приборами, которые можно разделить на 4 категории. Во-первых, радиолокаторы для обнаружения подземных структур на глубине до 100 метров, включая Ground Penetrating Radar. Во-вторых, спектрометры для анализа состава почвы и пород, включая лазерный спектрометр и инфракрасный анализатор. В-третьих, оптические камеры для съемки поверхности, как с орбиты, так и с поверхности, и для определения рельефа, а также навигации. И, наконец, датчики атмосферы и космической среды, магнитометры, датчики космического излучения, а также метеостанции, которые отслеживают температуру, ветер, давление и даже записывают звук. Ровер также имел переносную беспроводную камеру селфи, которая создала некоторые из самых знаковых снимков миссии, например, эти. Селфи Тюронга МС. Это безопасно путешествовали сотни миллионов километров через открытый космос в виде радиосигнала. Когда они достигали Земли, ученые знали, как расшифровать радиосигналы в яркое изображение, которое мы видим. Но каждый день миллионы людей посылают свои селфи через интернет, не защищая свои данные. Так же, как сигналы Тюронга требуют правильной дешифровки, чтобы увидеть изображение, вы можете зашифровать свои личные данные и онлайн-активность, чтобы они не были доступны злоумышленникам. Итак, с множеством научных устройств,
что именно обнаружил Тюронг о марсианском побережье, что пропустили предыдущие миссии. Чтобы понять это, необходимо быстро освежить знания о географии. На Земле частицы осадочных пород транспортируются ветром, водой и льдом, переносятся реками или спускаются по склонам ледников. В конечном итоге осадочные отложения накапливаются в зонах с низкой энергией, речных дельтах, озерных и морских днах, поймах рек и у подножия гор. Но подобные процессы происходят и вдоль береговой линии, в так называемой прибрежной зоне или форесхоре. Это динамическая часть побережья, расположенная между линиями высокого и низкого прилива. Здесь осадочные материалы могут накапливаться или исчезать в зависимости от ветра, приливов, штормовых событий и типа и размера частиц. На Земле зона форесхора обычно имеет пологий уклон к морю. Угол наклона зависит от типа осадков. Мелкие и тонкие пески формируют низкие склоны, а крупные камни или галька – более крутые, иногда достигающие 20 градусов. Эти слоистые образцы отражают баланс между подачей осадков, энергией волн и уровнем воды и могут сохраняться в геологической летописи миллионы лет. Вернемся на Марс. Ровер Тюронг внимательно изучал подземную топографию, отправляя радиоволны вглубь планеты. Он использовал радиолокатор для определения структуры подземных слоев. Когда радиоволна сталкивается с границей между разными материалами, например, с переходом от тонких песков к более крупным частицам, сигнал отражается и создает отражатель в радарном изображении. Что особенно привлекло команду Тюронга, это не только наличие отражений, а их угол. Все 76 обнаруженных ими отражателей наклонены в одном направлении, под углом от 6 до 20 градусов. Объединив все данные, команда пришла к выводу, что на глубине от 10 до 35 метров под поверхностью планеты расположена зона наклона протяженностью около 1,3 километра, которая направлена в сторону низменных районов. Это больше похоже на неслучайное совпадение. Может ли это быть доказательством существования древней береговой линии? И действительно ли есть основания полагать, что на Марсе некогда существовали динамичные береговые зоны, подверженные приливам, ветрам и волнам? Команда также сравнила полученные данные с аналогичными структурами, найденными на Земле, и отметила, что это очень похоже на береговые зоны в Бенгальском заливе. В их статье подробно описана эта находка. Один из авторов исследования отметил, что структура кажется довольно простой, но в ней явно ощущается наличие волн, протекающих вблизи, и реки, которая могла бы подавать осадочные материалы. Все это должно было происходить длительное время, иначе не могло бы сформироваться такое образование. Мы также знаем, что и Солнце, и более крупная луна Марса, Фобос, влияют на гравитацию планеты, что могло вызывать приливы в древних океанах. Команда кратко рассмотрела и отвергла другие возможные объяснения, например, что такие наклонные структуры могли образоваться в результате лавовых потоков или песчаных дюн. Оба варианта приводили бы к образованию наклонов в разных направлениях. Но все отражатели в данных Тюронга указывают в одном направлении, что говорит о том, что эти слоистые образования более соответствуют береговой зоне, где происходили приливы, ветра и волны. Это укрепляет гипотезу о том, что когда-то на Марсе существовали динамичные береговые линии с приливами и ветрами, как на Земле сегодня. Долгое время ученые спорили о том, почему Марс, по-видимому, имел океаны, несмотря на слабое Солнце в далеком прошлом. В течение десятилетий эта тема вызывала горячие дебаты.
Есть данные, подтверждающие наличие береговых линий, но их интерпретация оставалась спорной. Некоторые исследователи считали, что эти признаки – просто артефакты или результаты низкого разрешения изображений. Другие, что климатические модели не объясняли существование жидкой воды при слабом солнце. Доказательства показывают, что около 3,5 миллиардов лет назад наше Солнце было примерно на 25% тусклее, чем сегодня. Эта слабость делала невозможным поддержание температуры выше точки замерзания на Марсе, чтобы там существовали реки, озера и даже океаны. Но при этом климатические модели предсказывают, что в то время Марс был покрыт реками, озерами и океанами. Возникает парадокс, который получил название «парадокс слабого молодого Солнца». Если тепло не поступало от Солнца, то оно должно было приходить из атмосферы Марса. Это привело к возникновению 3 теорий, пытающихся объяснить этот парадокс. Первое. Что Марс был теплым и влажным благодаря плотной атмосфере, насыщенной парниковыми газами, такими как углекислый газ и водяной пар, которые могли удерживать достаточно тепла для существования жидкой воды миллионы лет. Эта теория объясняет наличие признаков дождей, озер и океанов. Но модели показывают, что одних углекислого газа и водяного пара недостаточно. Нужны были бы другие газы, например, метан, аммиак или водород, которые являются нестабильными и трудно удерживаются в атмосфере долгое время. Вторая теория предполагает, что Марс был только иногда теплым и влажным. В периоды сильных вулканических извержений или столкновений с астероидами, когда высвобождалось много тепла и парниковых газов. Эти кратковременные теплые пятна могли бы расплавлять лед, создавать реки и эрозию. Но насколько эти периоды были продолжительными и интенсивными, чтобы сформировать все долины и озера, которые мы наблюдаем сегодня, вопрос остается без окончательного ответа. И, наконец, есть мнение, что большую часть своей истории Марс был покрыт льдом и снегом, и только в особых условиях, таких как изменение орбиты или внезапные нагревы, лед таял, создавая условия для потоков воды и эрозии. Но ни один из сценариев полностью не объясняет прошлую климатическую историю планеты. Каждый из них содержит пробелы и противоречия, и несмотря на наличие многочисленных признаков береговых линий, у нас все еще нет окончательного понимания, как именно формировался климат Марса в далеком прошлом. Решение этой загадки – ключ к пониманию, был ли Марс когда-либо действительно пригоден для жизни. Вернемся к будущему. Пока рано воображать, что миллиардеры начнут раскопки марсианских пляжей и превращать их в курорты. На самом деле, нам еще нужно больше данных, чтобы собрать все кусочки головоломки. НАСА планировала запустить миссию по возвращению образцов с Марса примерно в 2027-2028 годах с возвращением в начале 2030-х. Такие миссии помогут нам лучше понять сложную геологию древнего Марса и, возможно, окончательно закрыть вопрос о существовании там океанов. Но из-за финансовых трудностей и сокращения бюджета эти планы могут отложить или даже отменить. Несмотря на то, что аппарат Тюронг был рассчитан на работу всего 93 дня, он функционировал гораздо дольше. 358 дней, собирая критические данные, пока не вышел из строя 20 мая 2022 года. В условиях подходящей температуры и освещенности предполагалось, что он проснется в декабре 2022 года, однако это не произошло из-за скопления пыли, блокирующей солнечные панели. В будущем, по планам, он должен был бы проснуться, но из-за этого так и не случилось. Множество вопросов остаются без ответов. Если Марс имел стабильные океаны миллионы лет,
Куда делась вся эта вода? Как планета перешла от потенциально пригодной для жизни среды к нынешней, заснеженной и замороженной? Может ли Земля пройти через подобную трансформацию? И если жизнь действительно зародилась в этих древних прибрежных зонах, то есть ли шанс,